Здравствуйте, добро пожаловать снова к Аре Нагарджуне. Мы все еще находимся в середине этой сложной, она стала сложной главы, не так ли? Глава об исследовании кармы. И мы думали, что у нас будет нормальная дискуссия, но она уже перешла на некоторые сложные аспекты. И, кстати, теперь Нагарджуна, изложив версию Абхидармы, как это мы называем «не терять это», неуходящее? Неуходящее. Теперь он собирается дать более стандартное обсуждение из Мадхьямики. Начинаем. В следующем стихе говорится, и карма, законы кармы, это что-то, что вы и я чувствуем инстинктивно. Мы только что говорили, мы обсуждали здесь это с нашими друзьями. Кажется, что они самосуществующие. Кажется, что эти законы нерушимы, не могут быть изменены. И они происходят со своей собственной стороны. Типа я понимаю в целом, что вещь происходит из меня. Но кто создал законы Вселенной? Кто создал законы кармы? И поэтому Нагарджуна собирается убедить нас в том, что наша карма создала законы кармы. И то, что законы кармы происходят из кармы, не означает, что они могут работать иначе, чем они это делают. Только потому, что что-то пустое, это не значит, что оно будет иметь тысячи разных форм. Хорошо? Если сама карма, если законы кармы имели бы свою собственную природу, нет сомнений, что они были бы неизменяющимися. Так. Если бы карма возникала со своей собственной стороны, то она бы никогда не менялась. Она бы всегда оставалась одинаковой, она была бы неизменяющейся. Если что-то является неизменяющимся, оно не может вовлекать субъект действия. Если карма, если что-то во Вселенной не изменяющееся, это значит, что никто этого не сделал. Потому что если бы кто-то это сделал, тогда это бы изменялось, потому что эффект от какого-то действия со временем становится меньше. Все рушится. Есть известная книга под названием «Все рушится». Это природа вещей. Если вещи создают, то они разрушаются. Если вещи не разрушаются, то они не могли иметь кого-то, кто их создал. Понятно? Хорошо? И если что-то является неизменяющимся, то не может быть процесса создания в его начале. Потому что процесс создания, процесс проталкивания чего-либо в бытие, та энергия, которая толкает вещь в бытие, теряется со временем. Поэтому, если она не изменяющаяся, если у кармы есть своя собственная природа со своей собственной стороны, то она не изменяющаяся. Если она не изменяющаяся, то она не может иметь того, кто совершил карму. Никто не создал карму. Понятно? Хорошо. Я думаю об этом как об автомобиле без водителя. Когда-то это был реально серьезный аргумент, но сегодня у нас есть беспилотные автомобили. Поэтому я хочу сказать беспилотный автомобиль без программы. Самостоятельно двигающийся автомобиль без интернета. Как вам такое? Это пока... Я не знаю, что будет дальше. Следующий стих. Это сложный стих, хотя слова не такие сложные. Если бы вы могли иметь карму без кого-то, кто ее создал бы, потому что тогда вы говорите, что у кармы своя собственная природа, что подразумевает то, что карма никогда не изменяется, что значит то, что не было никого, кто ее создал. Понятно? Итак, если вы говорите, что у кармы есть природа, тогда природа не меняется. Тогда не может быть кого-то, кто совершил эту карму, если она не изменяется. Понятно? Тогда у нас появляется проблема. Вещи могут происходить с вами без совершения кармы ранее. Давайте еще раз рассмотрим логику. Он говорит,
Карма — это самосуществующая вещь, подразумевая, что карма имеет свою собственную природу. Хорошо? Природа — это то, о чем мы можем говорить в главе исследований природы или сущности. Это значит, что она не меняет и не изменяется. Меняются второстепенные качества. Цвет огня меняется. Тот факт, что он горячий, не меняется. Это собственная природа, это сущность, она не меняется. Если что-то не изменяется, если у кармы есть собственная сущность, то она не может изменяться. Не более чем огонь может стать холодным и оставаться огнем. Итак, карму никто не создавал. Следовательно, у вас могут быть кармические результаты без того, чтобы кто-то их создавал. Следовательно, с вами могут происходить вещи, которые вы не заслуживаете. Понятно? Вам ясно? Вы успеваете со мной? Если карма не изменяющаяся, тогда карму никто не создавал. Но карма все равно работает, то есть карма может работать без того, чтобы кто-то ее создавал. Поэтому с вами могут происходить вещи, которые вы не заслужили, потому что ничто не сделали, ничего не сделали. Понятно? Тогда это будет странный мир. Мачепа — это третий закон кармы. Если вы ничего не делаете, вы не получите результат. А он говорит, нет, теперь ты должен изменить третий закон кармы. Если карма самосуществующая, то у вас может быть карма, бегающая вокруг, которой никто не совершал. Кармические результаты могут произойти с вами за то, чего вы никогда не делали. И это то, в чем вы обвиняете Вселенную постоянно. Это «G» пишется с буквой «S». Так что это не значит уничтожить, это значит как джикме. Вам придется быть очень осторожным. Почему? Вещи могут происходить с вами, те, которых вы не заслуживаете. Тогда вам стоит волноваться. В мире, где вам не нужно создавать карму, чтобы получить карму обратно, вам лучше быть осторожным. Вам лучше быть начеку. Это странный пример, и, возможно, вам стоит задуматься, почему он выбрал именно этот пример. Он говорит, вы можете быть человеком, который очень хорошо соблюдает сексуальную чистоту, и все равно у вас будут плохие результаты. Такие как кармические результаты сексуальной нечистоты, одним из которых является, например, загрязнение воздуха. Поэтому он говорит, если бы вы могли получать кармические результаты за то, что вы никогда не делали, тогда вы могли бы быть хорошим монахом и соблюдать нравственность в отношении секса. И все равно вы бы жили в загрязненной стране. Ясно? Вы можете получать незаслуженные кармические результаты. Это все примеры проблем, которые могут возникнуть из-за вашей идеи, что карма имеет свою собственную сущность. Так же, как вы думали, что огонь имеет свою собственную сущность. Ясно? Классно. Хорошо. У меня есть картинка, которая должна была изображать загрязнение воздуха без автомобилей или что-то в этом роде. Я не знаю. Представьте, что машин нет, но он по-прежнему загрязнен. Вы получили результаты сексуального поступка, хотя вы были очень чисты в своем поведении. Хорошо? Почему он выбрал именно этот из 10? Возможно, у нас всех есть такая проблема. Может быть, у нас всех есть какая-то проблема? Хорошо. Следующий стих. Тхани означает выражение. И Чони Лама говорит, он рассказывает о том, как разговаривают в обычном мире. Поэтому иногда в буддийских книгах говорится, да ладно, посмотрите, даже в обычном разговоре люди этого не принимают. Даже обычные люди в этом мире не стали бы так говорить. Здесь это... Даже когда люди собираются вместе и беседуют, те, кто не буддисты, они не обучались. Все равно гёлвар-гюрвар. Это будет противоречие. Например, вот картинка. Ура! Было бы противоречием иметь поле, полное салата, я думаю. Это салат, мой враг. И при этом не было бы никого, кто его сеял. Понимаете? Поэтому даже при хорошем результате, например, когда в вашем саду 2000 качанов салата выросли сами по себе, люди все равно будут говорить, что же произошло? Я не знаю, он просто появился. Ух ты, это странно. Видите, даже в нормальном мире люди понимают, что это странно получить результат, когда вы ничего не сделали. Например, вдруг ваш задний двор расцветает всевозможными вкусными овощами, если бы такое было возможно.
delicious vegetables, if there were such a thing. Tapa tasambirupa. In theoretical case. В теоретическом Then even in the случае, normal world, people would say something's weird's going on. тогда даже в нормальном мире люди сказали бы, что-то странное происходит. Он не сажал никаких овощей. И посмотрите, он получил все эти овощи. Гелвар Гюрвар. If you could get suddenly karmic results, Если бы вы могли внезапно получить кармические результаты, ничего не сделав, then there would be no потому что карма имеет свою собственную природу, тогда не было бы ни хороших, ни плохих поступков. Вы можете забыть это различие. Вы можете забыть о разделении на хорошие и плохие поступки, потому что вы просто будете случайно получать все, что получаете. Так зачем же говорить о хороших и плохих поступках? Хорошие и плохие поступки, нравственность в буддизме определяются кармой, которую вы получаете обратно, ясно? does it Как вы hurt решаете, что правильно, а что неправильно в буддийском мире? comes back? Причиняет ли это вред, когда это возвращается? Или это вас радует, когда возвращается? Это правильно или неправильно? Это и есть определение правильно или неправильно. Дело даже не в том, что это причиняет боль кому-то другому. По большому счету, буддийская нравственность основана на том, причиняет ли это вам вред, если вы это сделаете, и поможет ли вам это, если вы это сделаете. Хорошо? Между прочим, всегда через причинение вреда другому, верно? Хорошо, следующий стих. By the way, I disagree with this Кстати, я не согласен с этой строкой Чони Ламы. Думаю, кто-то добавил ее. Тенгюру утверждает иначе. И в комментарии Чони Ламы говорится «соответствует Тенгюру». Я думаю, что кто-то дополнил исходный текст позднее и добавил другую версию. Это важно. Ясно? Поэтому я изменю эту строку, чтобы она соответствовала Тенгюру, потому что это соответствует Чони Ламе. Итак, вот она. Yanda yandu namingyur. If karma could come back to you when you didn't do anything in the first place, Если бы карма могла вернуться к вам, когда вы вообще ничего не делали с самого начала, то когда карма созревает для вас, это созревание on your car without может снова созреть. Если бы вы получили спущенную шину на своей машине, не причиняя вреда чужой машине, тогда спущенная шина спускалась бы снова. karma would pile up on itself. If no one had to Карма будет накапливаться сама собой. keep getting results, Если бы никому не нужно было совершать карму, чтобы вы получили результат, тогда бы вы могли продолжать получать результаты. Не только один, они могли бы повторять тебя. and then another problem. And he Ясно? kinda switches. И тут другая проблема. И он словно переключается. Он говорил о результате, но теперь он говорит о самой карме. If karma could come back to you without doing anything, then when you Если бы карма могла вернуться к вам без того, что вы что-то сделали, то когда бы вы что-то сделали, это бы могло продолжаться вечно и никогда не производить результаты. Если бы карма приходила со своей собственной стороны, то когда вы бы что-то сделали, было бы логичным, что это действие будет продолжаться вечно, и оно никогда не созреет. Потому что карма обладает своей собственной неизменяющейся природой. Сущность не изменяется. Если у кармы есть сущность, то определение сущности — это то, что она не изменяется. Она остается с вами. Следовательно, если карма — это действие, то вы бы всегда были в состоянии действий, и вы бы никогда не получили результат от кармы. Получается, что у этой кармы не будет времени вернуться, потому что вы должны создавать ее все время, потому что она не должна изменяться, потому что у нее есть своя собственная сущность, и вы не изменяете сущность. Сущность означает нечто, что вы сохраняете, что не меняется. Например, тепло от огня. У меня есть хорошая картинка, я ее называю «Карма Трудоголик». Думаю, что это было бы хорошим названием для музыкальной группы «Карма Трудоголик». Это означает, что карма продолжает работать, ничего не происходит. Вы продолжаете убивать людей или продолжаете спасать жизнь, или делаете пожертвования в Gold Club, и это никогда к вам не возвращается. Вы просто продолжаете делать это, делать это, делать это. Почему? Потому что карма не может измениться. Почему? У нее есть своя собственная сущность. Почему? Потому что она не исходит из меня. Законы кармы не исходят из меня. Хорошо? Карма Трудоголик. Думаю, что это будет хорошим названием для книги. Страдание жизни, истина страдания
Первая из 4 высших истин Ари — это страдание. Что является второй высшей истиной? Причина. Это причина. И традиционно ее делят на 2 за $100. Причина всех страданий традиционно делится на 2 части, когда вы преподаете 4 истины. Неправильное понимание? Нет. Отмените ставку. Ле — карма и эмоции. Карма и негативные эмоции. Вы можете назвать это ментальное омрачение, но это словосочетание не использовалось с конца 1970-х годов буддийскими учеными. Хорошо? В любом случае, давайте назвать это негативные эмоции. Леди Ньюн Монг. Существует 2 источника страдания. Он говорит, грязная карма. Суть грязной кармы — это негативные эмоции, не так ли? Грязная карма, сакче-киле. Природа грязной кармы заключается в том, что ею движут негативные эмоции. Эти негативные эмоции не являются янтак за $50. Янтак. Да, выдайте $50. Кстати, кто-то выиграл $100, пока тебя не было. Хорошо? Чистый. $100 тому, кто сможет объяснить мне слово «чистый». Здесь он говорит, ваши негативные эмоции не чистые. Я имею в виду, должен ли Ария Нагарджуна на самом деле сказать вам, что ваша зависть, гнев нехорошие? Это что он делает? Это то, что он делает. Будет ли он утруждать себя, чтобы сказать вам это? Да, $100 Ребекке. Это слово «чисто» означает «существует со своей собственной стороны». Потому что, очевидно, Нагарджуна хочет сказать, ну-ка, угадай, твоя зависть — это плохая вещь? Вау, я не знала этого. Итак, это означает «нечистый». Если ваши негативные эмоции не чистые, тогда как карма может быть чистой? Не может. Поскольку ваши негативные эмоции движут вашими действиями, карма. Если негативные эмоции не чистые, что означает не происходит со своей собственной стороны, тогда то, чем они управляют, может происходить со своей собственной стороны. Понятно? И это последняя строка. Он закончил. Если бы они были не изменяющиеся, они бы происходили. Если бы они происходили со своей собственной стороны, они были бы не изменяющиеся. Если они не изменяющиеся, вы можете получить результаты, те, которые вы не заслуживаете. Понятно? Поэтому я могу дать вам это другим способом. Итак, карма не существует со своей собственной стороны. Почему? Она сделана вещами, которые не существуют со своей собственной стороны. Понятно? Если что-либо делает другую вещь, и оно не происходит со своей собственной стороны, тогда вещь, которую делает эта вещь, также не должна происходить со своей собственной стороны. Понятно? По этой причине карма не происходит со своей собственной стороны. Я доказал вам это другим способом. У меня есть испорченное яблоко, гнилое яблоко. Я думаю о пицце гнилого Джона. Итак, если у нас есть гнилое яблоко, тогда яблочный пирог, который вы сделаете с таким яблоком, будет гнилым. Почему я говорю об этом? Что такое гнилое яблоко? Негативные эмоции. Что такое пирог? Карма, верно. Если вы используете испорченные яблоки, чтобы сделать яблочный пирог, тогда яблочный пирог будет иметь гнилой вкус. Если вы используйте не самосуществующую зависть, чтобы создать карму, тогда карма, созданная из этой не самосуществующей зависти, будет не самосуществующая. Гнилой или гнилой. Понятно? Ладно. Просто ради интереса разберем санскритское слово «клеша». Наверное, это большая тема здесь, негативные эмоции. Большинство из вас уже знакомы с этим словом, но я должен кое-что добавить. Клеша означает
негативная эмоция. Оно происходит от слова «клиш», что означает беспокойство, или раздражаться, или огорчаться. И английское родственное слово — это дерево, астролит, потому что оно колючее. То есть, когда вы говорите о негативных эмоциях в буддизме, скажите «ранг», состояние ума, которое разрушает спокойствие ума человека, у которого оно есть. Состояние ума, которое разрушает спокойствие ума человека, у которого оно есть. Это определение слова «клиш», негативной эмоции. И она колючая. В этом все дело. Она нарушает спокойствие вашего ума, потому что она колючая, зависть колючая. И когда вы держите зависть в своем сердце, тогда вы не можете быть радостным весь день. Так что всегда есть что-то, что вас беспокоит. Радоваться весь день — великая духовная цель. Отлично. Следующий стих. Эти две вещи, о которых мы с вами говорили, карма и негативные эмоции, им обучал Будда. Быть кен вашей лю, быть причиной вашего бренного тела. Это английское особое выражение «бренное тело». Дословно смертная катушка. Да, тело — умирающее тело, которое вы носите прямо сейчас. Это называется бренным телом. Я не знаю, почему катушка. Оно обволакивает вас или что-то в этом роде. В любом случае, это одежда, которая называется ваше тело, которое будет сброшено. Она вызвана двумя факторами — кармой и негативными эмоциями. Тонг. Если карма — негативные эмоции, которые создают ваше тело, тонг, пустые, тогда что? Да, каким вы думаете будет это тело? Читарджо. Что вы думали? Тело? Вы думаете, что оно не будет пустым? Если тело состоит из двух суперпустых вещей, тогда и тело будет суперпустым. Это Нагарджуна. У меня есть фотография небоскреба, сделанная с пузырями. Это было в полночь, я уже устал и точно не помню почему. Я хочу сказать, если вещи, составляющие основу объекта, нечисты, то объект будет тоже нечистым. И верно, он недолго продержится. В следующих 3 стихах другой парень возвращается и настаивает на том, что он прав. Поехали. Карма должна существовать со своей собственной стороны. Хорошо? А теперь конкретно другой парень будет говорить о человеке, который совершает карму. Он хочет доказать. Он больше не пытается доказать, что карма имеет свою собственную природу. Он хочет доказать, что человек, который совершает карму, имеет свою собственную природу. Он как бы сдался. Хорошо, Нагарджуна. Предположим, что у кармы нет своей собственной природы. И по этой причине тело — это неправда, что тело не имеет своей собственной природы, потому что то, что создало тело, не имело своей собственной природы. Давайте оставим эту тему. Давайте просто поговорим о парне, который совершает карму. Плохую карму или хорошую карму. Есть ли у него своя собственная природа? Послушай, Нагарджуна, у тебя есть человек Кево, который ослеплен дрипа, марикпа, непониманием. Итак, другой парень показывает, что он буддист. Возможно, он из Абхидармы. Давайте поговорим об обычном сансаре. У вас есть человек, который ослеплен тем, что он ничего не понимает. Давайте вернемся к стиху.
Тот человек, у которого есть цепа, что означает желание, это не означает, что вам нравится секс. Это значит, что вы привязаны к мыслям о том, что вещи происходят со своей собственной стороны. Это значит, что вы можете также испытывать гнев из-за них, например, по отношению к вашему мужу. Если вы думаете, что он происходит со своей собственной стороны, и далее появляется это прекрасное слово «савапо», означает «ужинать». Что такое «савапо»? Да, что такое ужин? Мы говорим о ком-то, кто совершает карму. Это результат. Что? Зачем обозначать человека, который совершает карму, поедателем? Почему мы должны называть его потребитель, поедатель? Да, он потом съест результат. Отлично. Человек, который совершает карму, станет потребителем результатов в этой кармы. У вас будет, как вы это называете, съешь свой пирог или возьми свой пирог и съешь его. Нет, есть еще одно. Вам придется съесть еду, которую вы приготовили. Застелить постель и лечь в нее. Да, вы постелили себе постель, теперь вам придется в нее лечь. Вы причинили кому-то боль, через 2 недели вы будете савапо. Вы съедите эту карму. Это вернется к вам. $100, может ли вы догадаться, о чем идет речь? Я скажу это еще раз. Вы совершили карму. Карма осталась как нетеряемая, и потом это вернется к вам. Какой вопрос будет здесь? Какой вопрос Нагарджуны он хотел бы поднять, Тим? Человек должен был бы быть... Да, отлично. $100 этому молодому человеку. Нас интересует, что случилось с парнем, который создал карму, и каково его отношение к поедателю, да, к потребителю. Он готовит пирог, 2 недели спустя другой парень съест пирог. Какая у них взаимосвязь? Он все еще тот парень. В этом нет никакого смысла, правильно? Отличный ответ. Ты же думаешь, как Нагарджуна. Они чем-то отличаются от че. Здесь че означает «делатель». Это не значит «делать». Че папо. К сожалению, мы в поэзии, и нам нужно сокращать слова. Затем Нагарджуна говорит, парень, который съедает результат действия, через 2 недели он не шен. Да, это не другой парень, это тот же парень. Что? Он тот же парень. Кстати, это говорит другой парень. Простите, я должен был это сказать. Это тот же парень, кто съедает карму, который создал карму 2 недели назад. Это тот же парень, но в другом смысле. Когда вы думаете об этом, это не совсем тот же парень. Похоже, что дебатер, другой дебатер, он сомневается. Он говорит, да ладно, это один и тот же парень. И он говорит, но в каком-то смысле он не тот же самый парень, не так ли? Он сомневается. Вот ваш ответ. Нагарджуна приходит на помощь. Если бы карма существовала со своей собственной стороны, она никогда не могла бы возникнуть из причины. Если бы карма существовала со своей собственной стороны, то это было бы ее сущностью, и это не могло бы быть вызвано каким-то действием. Если бы у вас была карма, которая происходит без чьих-либо действий, тогда это была бы несуществующая карма. А значит, поскольку не было никакой кармы, которая была сделана чем-либо, то нет никого, кто это бы сделал. Так почему вы беспокоитесь о том, является ли он тем же самым парнем, как тот другой, который появляется позже? Потому что нет парня, который сделал это, потому что он невозможен, потому что обычная карма происходит со своей собственной стороны. Нагарджуна действительно задает ему жару. Я повторю это.
Хорошо, да, как карма происходит со своей собственной стороны, и поедатель происходит со своей собственной стороны. Почему вы беспокоитесь об этом? Если карма приходит со своей собственной стороны, тогда и поедатель приходит со своей собственной стороны, тогда карма приходит со своей собственной стороны. Карма приходит со своей собственной стороны, ей не обязательно иметь причину, поэтому ничего не произойдет. Никто ничего не будет делать. Почему вы беспокоитесь о парне, который появился позже, если парня, который появился раньше, все равно не было? Понятно? Если никто не совершает никакого действия, понятно? Если нет действия, если никто не совершает никакого действия, тогда как? Вы собираетесь получить кармический результат. Если не было никаких действий, если отсутствием действия совершает отсутствующим телом, то каков, черт возьми, результат? Калайо означает что за черт? Это будет отсутствием результата. Если отсутствие действия совершается отсутствующим телом, тогда не действие, не тело приведет к отсутствию результата. Понятно? И если нет результата, почему вы беспокоитесь о савапо? Да, почему вы беспокоитесь о парне, который собирается съесть результат кармы, если нет кармы для еды? Понятно? Как ты сказал? Здесь уже становится горячо. Отлично. Давайте посмотрим на следующую картинку. Это потрясающе. Я хочу, чтобы так выглядело кафе «Персиковое дерево». Случится ли это когда-нибудь, знает только Бог, но все равно. Отличная особенность этой картинки — это сколько савапо на этой картинке. Ни одного. Никто здесь не кушает. Если несуществующая карма может быть создана несуществующим человеком, почему же, черт побери, вы беспокоитесь о поедателе? Нет поедателя. И я показал вам картинку без поедателя. Я надеюсь, что когда-нибудь будет поедатель на этой картинке, их нет. Отлично, следующий стих. О, Бог мой, 3 длинных стиха. Другой парень говорит: если у кармы совсем нет сущности, вы являетесь курвадепа буддийского учения. Курдеп и Дрокто, мы проходили это вчера. Кто-то должен выиграть деньги, кто-то даже выиграл деньги. Вы говорите что-то, что существует, не существует. Итак, парень возвращается, если нет поедателя и нечего поесть, и никто не готовит еду, чтобы поесть, вы, черт возьми, не следуете буддийским учениям. Вы не уважаете Будду. Кто это? Другой парень. И это наш. Вот он. Вот наш ответ. И это последняя часть, это конец занятий и курса. За исключением того, что у нас еще будет обзорное занятие, это будет другое занятие. Но здесь исчерпывающий ответ для всех 15 занятий. Вот окончательный ответ на обвинение, что мы не уважаем Будду, потому что мы говорим, что никто не съедает карму. Понятно? Тогда мы говорим: успокойтесь, спокойствие. Послушайте, может Будда эманировать или нет? Да. Да. Кстати, есть 2 классические эманации — живая и неживая. Что это означает? Я имею в виду, что Будда может эманировать в виде рыбы или в виде моста. Известный пример — это мост, или дерево, или океанские волны, которые будут учить вас, когда вы будете сидеть на пляже на следующей неделе. Итак, может ли Будда проявлять эманации, которые, как бы это сказать, они почти нереальны в каком-то смысле. Дерево реально. Когда Будда эманирует в виде дерева, это реальное дерево. Если вы забираетесь на дерево, на что вы на самом деле забираетесь? Вы забираетесь на Лорда Будду, ясно? Может Будда эманировать в виде дерева? Да. Мы все читали, что Будда может эманировать в виде дерева. Итак, когда вы забираетесь на это дерево, вы на самом деле забираетесь на нос Будды и другие части. Нет. Это всего лишь иллюзия. Реальный Будда находится в небесном царстве, Лонгчжу, в раю Тушита. Он просто эманирует дерево. Я не отношусь к Будде с неуважением, когда я забираюсь на дерево, которое является эманацией Будды, потому что на самом деле это не Будда, это только эманация Будды. И тогда Нагарджуна говорит: ладно, меня это устраивает. Теперь у меня к вам вопрос. Может ли дерево излучать эманации?
Может ли Будда, будучи деревом, может ли Будда, эманирующий как дерево, эманировать как яблоко на дереве? Come on. 10 минут спустя, 10 минут Buddha's спустя. emanating as an apple tree in your backyard. I know. Ну давайте, послушайте. Woody or woody Будда not, эманирует яблони в вашем саду. Допустим. Of course, yeah. Имел бы он или не имел силу, чтобы от этого эманированного дерева эманировать яблоко? Could he Конечно, emanate- да. Это то, о чем он говорит sitting здесь. on the apple on the tree that he А could that мог бы он эманировать червяка, сидящего на яблоке, на дереве, которое он эманировал? comfortable with that? Может ли эманация иметь эманацию, а та эманация имеет другую эманацию? Could the Да, emanated хорошо. tree emanate Это an для apple? вас звучит нормально. Could the emanated tree emanate an apple? Значит, он посылает вовне третью эманацию. Может ли эманированное дерево эманировать яблоко? Да. Может ли эманированное дерево эманировать яблоко? Эманировать червяка? Да. Так в чем же проблема с кармой? You do something, it creates a Какая sin. ваша проблема? Это то же самое. You are emanating Вы делаете a что-то, seed. это And создает the seed семя. emanates a И result. это The создает result is результат. yours. Вы эманируете себя. What's your problem? И потом семя эманирует результат. И результат дает вам пинок. Yeah. Какая ваша проблема? Почему у вас проблема с этим? Он говорит, хорошо, это то что-то похожее. Does it Это have to be реально. real? Это Нагарджуна. Это реально. Это должно быть реально. Nyomo Daning Luna Dang. Затем его собственный When you ответ. talk about karma and mental afflictions creating a body, when you talk about an action, Когда вы говорите о карме и ментальных омрачениях, создающих тело, когда вы говорите о действиях, создающих кармический результат, все это похоже на город Гандарвов. like Mexico City, Gandharva, Mexico City, what's it mean? What's Что это за город Гандарвов? There's two kinds Это of город, Gandharvas. например, не One Мехико, is the celestial Гандарва, nations, Мехико. guys. Что это значит? Other is Есть два вида Гандарвов. Shisa. Один вид — это небесные музыканты, очень крутые ребята, но другие — это Триса. Yeah, smell. Ганда означает запах. Pretas are also called Gandharvas, okay? The city of the Pretas Верно, поедатель запахов, призрак, прета, голодный дух. Прет также называют гандарвами. Город прет. Если вы прета, и вы видите город на горизонте, там есть фонтаны, яблони и все такие прочее, и вот вы начинаете бежать к нему. И потом внезапно это исчезает. Это как it's like an illusion. It's like a myth. последние два слова этой красивой главы. Последние два слова этой красивой главы. Это как иллюзия. The Это как karmic results милам. you are experiencing. Это как сновидение. Да, кармические результаты, которые вы испытываете, похожи на сновидение. Поддержание этой кармической энергии до тех пор, пока результат не вернется к вам, похоже на сновидение. Само действие изначально было похоже на сновидение. Это как яблоня, эманированная Буддой, не настоящая яблонь, дающая ненастоящие плоды, и не настоящие черви, сидящие на плодах. Это то же самое. Это то же самое. Это иллюзия. Почему это иллюзия? Выглядит так, что это происходит со своей собственной стороны. Это не так. Это происходит из вас. Понятно? Можете ли вы съесть яблоко? Да. Да, вы можете. Вы можете съесть палец Будды. Что бы то ни было, он эманировал в виде яблока. Хорошо, вы можете съесть его. Вы можете испытывать кармические результаты, несмотря на то, что весь этот процесс не то, что вы думали. Потому что Будда может эманировать. Насколько глубоко вы погрузитесь в это сравнение, зависит только от вас. It's an interesting question. И если вы практикуете тантру, это интересный вопрос. Все вещи, которые когда-либо с вами случались, от всей кармы, которую вы когда-либо совершали, как вы должны думать об этом? Это другой вопрос. Okay, let's Для talk вас, then практикующих Будду медицины, давайте тут остановимся, нам остался еще один урок. Мы сделаем обзор всего курса. Ура!